Экстренное обращение диктатора к народу. Он хочет остановить бомбардировки и призывает к миру. Внезапное заявление из столицы. Удар по больнице, рост жертв среди гражданских на треть. После комбинированного удара по столице в дело вступили ООН. Поможет, как думаете? Тяжелая техника на польских дорогах, паника и непонимание, революция или протесты? Что происходит, расскажем в деталях. Ядерные испытания состоялись, мир приблизился к катастрофе. Чиновники пытаются убедить лидера не переходить красную черту. Искусственный интеллект активно заменяет людей. Восстание машин уже рядом. На крупнейшие заводы вышли сотни человекоподобных роботов. Досмотрите. Об этих и других самых главных событиях вечера субботы 15 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Комбинированный удар по украинской столице снова наносят российские войска. Одна из самых тяжелых атак последних недель. Несмотря на работу ПВО, часть беспилотников таки прорвалась. В столице зафиксированы прямые попадания, пожары и разрушения. По официальным данным, на момент записи этого видео известно о гибели 7 человек, включая женщину, которая скончалась уже в больнице. Пострадавших от 30 до 36, среди них дети, некоторые в тяжелом состоянии. На этот обстрел уже не могли не отреагировать в ООН. Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, число гражданских жертв между январем и октябрем почти на 30% выше, чем за тот же период прошлого года. И число жертв за первые 10 месяцев 2025 уже превысило общий показатель за весь 2024. Пожары в многоэтажках. Спасатели эвакуировали людей с верхних этажей. Повреждена больница. В других районах выбиты окна, частично разрушены квартиры и подъезды. Такой результат российского удара по украинской столице. Ночью над Рязанью небо полыхало так, что видно было за десятки километров. Украинские дроны устроили одну из самых мощных атак по российской глубинке за последнее время. Минобороны РФ признала перехваты 25 беспилотников, но обломки якобы все равно легли точно туда, куда нужно Украине. По версии губернатора Павла Малкова, упавшие фрагменты загадочно ударили по территории одного предприятия и вызвали пожар. Но очевидцы и украинские источники не оставляют интриги. Снова горел Рязанский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший актив Роснефти, который дает 5% всех мощностей НПЗ в России. Завод приостановит работу, как накануне саратовский НПЗ, по которому ВСУ убили второй раз за неделю. Это уже далеко не первая атака по рязанскому предприятию тоже. Завод останавливал часть мощностей в августе, сентябре и в конце октября. Рязанский НПЗ – ключевой поставщик топлива для Москвы и соседних регионов. В 2024-м он переработал 13,1 миллион тонн сырья, выпустив миллионы тонн бензина, дизеля и мазута. Удар по нему – ощутимый удар и по российскому топливному балансу. Россия репетирует оккупацию городов на границе НАТО. В Калининградской области спецназ Балтийского флота отрабатывает высадку, захват пленных и диверсии. Ровно те сценарии, которые западные разведки называют потенциальным прологом к внезапной операции в балтийских странах. Группы десантировались с высоты около 800 метров, отрабатывали разведку, подрыв коммуникаций и захват живой силы. Использовали ночные прицелы и коптеры. Классический набор для скрытой работы на земле. Параллельно Москва ускоренно укрепляет границы, строит оборонительные линии у Финляндии, расширяет военную инфраструктуру и модернизирует железные дороги. Западные разведки считают, что восстановленный Ленинградский военный округ готовят как плацдарм на случай конфликта с НАТО. Все очень тревожно и странно в то же время. Что об этом думаете вы? Не забудьте написать в комментариях под этим видео. Это очень важно. Не революция и не блокада страны, но десятки дорог уже стоят. Тяжелая техника тянется колоннами, движение местами еле ползет. И это только первый день. В десятках мест по Польше появились колонны тракторов. Движение замедлено, а местами полностью парализовано. И это только начало. Протест объявлен общенациональным и продлится до 14 декабря. Фермеры требуют обратить внимание на кризис, который, по их словам, душит отрасль. Поток дешевой продукции из Украины и стран Меркосура
ГУР обрушил якобы цены, заявляют они, а многие хозяйства работают на грани банкротства. Фермеры добиваются компенсации за низкие закупочные цены, помощи с топливом, электричеством и кредитами, а также ограничений на импорт. Rolnicy tak naprawdę dzisiaj już nie mają innego wyjścia. У фермеров сегодня, по сути, уже нет никакого другого выбора, они просто прижаты к стене. Мы разговаривали с министерством, встречались на разных заседаниях рабочих групп, были в Варшаве, мы использовали все возможные варианты, которые у нас были, и на сегодняшний день в правительстве вообще не хотят говорить с нами о наших требованиях. Так что на сегодня это такой акт отчаяния. Активнее всего протестуют в западно-поморском воеводстве, но колонны техники вышли по всей стране. Водители предупреждены, пробки и блокировки могут держаться часами. США тихо, но демонстративно сделали шаг, которого мир ждал с тревогой. Американские военные провели испытания тактической термоядерной бомбы и запустили ее с самолета F-35. Сделали, правда, это еще в августе. Серия тестов прошла на полигоне Танопа в Неваде. F-35 выполняли доставку и сброс инертных, то есть беззарядных образцов бомбы, и все испытания дали позитивный результат. Именно тот рубеж, который был нужен, чтобы подтвердить работоспособность обновленной бомбы. США заранее продлили срок службы Б-6112 минимум на 20 лет, превращая ее в ключевой элемент оперативного ядерного арсенала. Бомба высокоточная, малой мощности, адаптированная под современные самолеты, особенно под F-35, и это делает ее частью нового уровня ядерного сдерживания. Летом появились сообщения, что несколько таких боеприпасов уже тайно разместили на британской базе Лейкенхит впервые с 2008 года. Вашингтон и Лондон ситуацию не комментируют. На фоне этого Трамп в октябре поручил Пентагону готовить возобновление ядерных испытаний, а в ночь на 15 ноября заявил, что они могут состояться довольно скоро. У нас ядерного оружия больше, чем у любой другой страны, и мне не хотелось бы этого делать, но у меня не было выбора. У нас самый большой арсенал. Россия вторая, а Китай сильно отстает. Но через 4-5 лет они окажутся на нашем уровне. То, что я хотел бы сделать, это денуклеаризация. Другими словами, провести встречу 3 сильнейших, крупнейших держав, чтобы сократить количество ядерного оружия. Тем временем, как сообщает CNN, чиновники, отвечающие за ядерную безопасность, пытаются убедить Белый дом не переходить красную линию. США готовы вооружить Европу за ее же деньги. Или это хитрый план по поставке оружия Украине? Администрация президента США одобрила возможную продажу Германии ракет на сумму до $3,5 миллиардов. Решение касается крупного пакета вооружений для усиления противовоздушной обороны. Как пишет Bloomberg, Германия запросила у США около 700 ракет разного типа, производимых компанией RTX. Информация об одобрении была опубликована Агентством по оборонному сотрудничеству США, то есть все официально. В самих Штатах заявляют, что продажа поможет Германии реагировать на текущие и будущие угрозы и улучшит взаимодействие ее вооруженных сил с армиями США и других союзников. А вот России как-то не очень повезло с союзником. КНДР уменьшает темпы своей помощи, Северная Корея выдыхается. Пхеньян более чем вдвое сократил поставки боеприпасов России. По словам Вадима Скибицкого, замглавы украинской разведки, в интервью Reuters, поставки северокорейских снарядов, которые еще в прошлом году помогали России держать высокий темп огня, в 2025-м рухнули. Причина банальная: запасы Пхеньяна просто закончились. Из тех партий, что все же доходят до России, половина настолько старая, что ее приходится отправлять на российские заводы на восстановление. Но они, тем не менее, остаются очень опасными. Их можно сбить, но количество этих авиабомб, производимых в Российской Федерации, огромно. Это угроза. Угроза, которая потребует от нас адекватного реагирования. Скибицкий уточнил, что с 2023 года Северная Корея передала России около 6,5 миллионов артиллерийских боеприпасов. Но в сентябре этого года ГУР не зафиксировал ни одной поставки, и только в октябре появились единичные отправки. Параллельно Пхеньян пытается наверстывать недостаток снарядов выпуском FPV-дронов и более крупных беспилотников, активно копируя российский опыт войны против Украины. Безрассудная рука, которая отдает приказы, должна быть остановлена, говорит президент, и прямо приказывает президенту другой страны прекратить бороться с наркотрафиком. Очередное обращение Николаса Мадуро якобы просто так в эфир, но мы понимаем, кто тут является адресатом.
Я обращаюсь сейчас к народу США, остановите безрассудную руку, которая отдает приказы о бомбардировках, убийствах и угрозе войны в Южной Америке и Карибском бассейне. Остановите войну. Нет войне. Народ Соединенных Штатов должен сыграть решающую роль в предотвращении трагедии для всей Америки. В Китае готовят восстание машин. На заводы уже отправили сотни человекоподобных роботов, и они начинают работать вместо людей на крупнейших предприятиях страны. Пока они просто маршируют и забирают у людей работу, но как знать, что они могут забрать еще? По данным китайских СМИ и отраслевых инсайдеров, роботов массово внедрили на производство. Там, где раньше требовалась тяжелая ручная сборка автомобилей, теперь это делают металлические сотрудники. Они тянут, поднимают, монтируют и по гвоздю не промахиваются. Самое тревожное, им не нужна подзарядка в привычном нам смысле. Машины просто подходят к станции и самостоятельно меняют себе аккумулятор, после чего продолжают работать. По сути, автономная фабричная армия, которой не нужен сон, еда, отпуск и выходные, и у которой нет профсоюза. Не отстают и в РФ, там тоже сделали робота, но вот сразу военного и, похоже, сразу дембеля с ПТСР. А Лукашенко снова наводит порядок на границе, он же пограничник. Правда, литовские власти говорили о порядке на границе, имея в виду контрабанду и попытки прорыва. Но у него свое видение проблемы. Навести порядок, расставить машины по фэншую, вот так надо. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.